Всем привет! Сегодня на канале хлеб на закваске. Вкусный, полезный, простой в приготовлении, если в вашем доме живет закваска. Ну а если не живет, то обязательно ее вырастите. И тогда вы тоже сможете лакомиться таким хлебом. Закваска опара у меня уже готова. Созревала она 8 часов. Здесь 2 столовые ложки ржаного или пшеничного старцера стопроцентной влажности, 100 грамм пшеничной муки и 100 миллилитров воды. Замешивать тесто буду в тестомесе, поэтому в дежу тестомеса выложила 200 грамм закваски опары. И сюда же добавляю 350 миллилитров воды. Также добавляю 650 грамм просеянной пшеничной муки. У меня мука первого сорта. Добавляю столовую ложку соли. Вымешивать тесто буду в тестомесе на второй скорости минут 5. В миску, где у меня будет растаиваться тесто, добавляю небольшое количество растительного масла. Кисточкой хорошо промазываю дно и бока миски. И теперь буду выкладывать в миску вымешанное тесто. Вот такое тесто получилось после замеса. Оно немножко липковатое. Гидратацию теста во время замеса я не корректировала. Тесто влажностью 60%, и то, что оно немножко липнет к рукам, для пшеничного теста это нормально. Выкладываю тесто в миску. Миску с тестом накрываю и оставляю на расстойке от 3 до 5 часов. Следите за тем, как у вас тесто будет подниматься. У меня, если на кухне тепло, тесто может утроиться в объеме и за 3 часа. Никогда не ставлю тесто растаиваться ни в духовку, ни на батарею, потому что считаю, что тесто должно растаиваться при ровной температуре. А в духовке или тем более на батарее температура для расстойки теста будет всегда неравномерной. У меня тесто растаивалось ровно 4 часа. За это время оно утроилось в объеме, стало вот такое вот все пористое, воздушное, пышное, живое. Выкладываю тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой. И сразу же приступаю к формовке своего будущего хлеба. Выкладываю заготовку в форму, покрытую пергаментом. Вместо пергамента форму можно просто хорошо промазать маслом. В качестве формы я использую сковороду диаметром 24 сантиметра. Заготовку немного присыпаем мукой. Заготовку накрываю и оставляю на расстойке часа на полтора. За это время заготовка должна увеличиться в объеме. У меня она увеличилась в объеме раза в 2. Заготовку накрываю. У меня точно такая же вторая сковорода, поэтому она идеально подходит для этой цели. Все это отправляю в холодную духовку. Устанавливаю температуру 200 градусов по Цельсию. Час я выпекала хлеб под крышкой и потом еще 20 минут без крышки. Вот такой хлеб получился. Выпекать такой хлеб можно в утятнице, можно в казане, можно купить форму с куполом. Сразу же выкладываю хлеб на решетку и оставляю его остужаться. Хлеб остыл. Хочу показать его вам со всех сторон. Он, конечно, получился очень красивый, но вот корочка у этого хлеба получилась несколько жестковатая. Нужно обязательно дать ему отлежаться, либо в пищевом целлофановом пакете,
либо в хлебнице, если у вас специальная хлебница, плотно закрывается, без доступа воздуха, и тогда хлеб станет достаточно мягким. Лично для меня этот хлеб идеален, я как раз такой люблю. Ну и, конечно же, этот хлеб очень вкусный. Обязательно приготовьте такой хлеб, вы ничуть не пожалеете о потраченном времени, а семья вам скажет только спасибо. Приятного аппетита и до встречи в следующем ролике.